Всех приветствую! Сегодня все еще среда, и это небольшое техническое видео. Небольшое техническое видео, в середине которого я обязательно дам полезное упражнение для вашего лица, для пары мышц вашего лица. Поэтому имейте, пожалуйста, терпение немножко досмотреть. Сегодня, как обычно, на моем канале с вами я, ваша прекрасная Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист. Читаю лица, да-да-да, и составляю физиогномические портреты. Прекрасная, почти красная после только что закончившегося прямого эфира. Это была незапланированная тестовая трансляция, которая превратилась в совершенно полноценный стрим, такой полноценную встречу. Это был диалог, и диалог со зрителями, и диалог с моей приглашенной гостьей. Обязательно посмотрите его на вкладке трансляции у меня на канале. Все очень просто, уже загружен, сохранен, да. И, кстати, на всякий случай, не просто подпишитесь на меня, если вы вдруг случайно увидели это видео, но подпишитесь и на Нюсю Ежову, ссылка на ее канал дана в комментариях. Вот, я немного сейчас такая на драйвнике, потому что нас ждет впереди очень много прекрасных новостей, новых форматов, новых тем для разговора, для обсуждения, для взаимодействия. И готовьтесь к тому, что я буду вас всех вовлекать в это. А сейчас нам нужно спуститься с небес ближайших дней на землю. Да-да-да, разбор лица Дональда Трампа и Пола Маккартни точно выйдет в пятницу. Как раз по теме физиогномики. Как раз поговорим о лицах этих двух людей. Скандал, связанный с этой темой, все знают, не буду пересказывать, но я хочу посмотреть на это совершенно с другой позиции. И опять-таки приглашаю вас в этом поучаствовать, хорошо? Трамп и Маккартни, все будет. Не пропустите. Поэтому тем более подпишитесь на мой канал. Так вот, сегодня о земном, о нашей земной красоте, да, земных женщин, о сохранении естественной молодости, что можно сделать с лицом, что доступно, да, из веера доступных практик. И сегодня я хочу вот что сказать. У меня недавно вот моя ученица, я индивидуально занимаюсь с женщинами, как тренер по фейсбилдингу. Да, индивидуально. Групповых занятий у меня нет, я их не люблю, и вообще у каждого свое лицо, отдельная ситуация, свои сложности, свои особенности, свои нюансы. И если я беру человека в работу, то я работаю непосредственно с историей конкретного человека, понимаете? То есть у меня нет каких-то таких обобщений, каких-то общих подходов, нет. И одна из моих учениц буквально недавно, мы заканчиваем первый модуль, потому что у меня обучение проходит модулями, первый модуль и второй модуль. И мы заканчиваем с ней первый модуль. Первый модуль – это нижняя часть лица, мы работаем с шеей, упражнения на вытяжение мышц, мы работаем с подбородком. И она мне говорит: придумай мне, формулировка, придумай мне упражнение для лба, у меня лоб напряжен. Давайте будем грамотными. Я не придумываю эти упражнения. Я хочу, чтобы, вот благодаря этому видео, я хочу, чтобы у вас появилось больше доверия к тому, что я делаю, что вообще делают тренера, такие как я. Фейсбилдинг – это техника естественного омоложения, с помощью которой мы можем укрепить лицевой каркас лица. То есть мышечный каркас мы укрепляем, ставим на место. Мы работаем со спазмами, то есть мы уменьшаем, снимаем спазмы с мышц и укрепляем мышцы. За счет этого лицо подтягивается и возвращается на свое нормальное место, на свои позиции. То есть подтяжка идет, то есть все, что провисло, оно подтягивается. Там очень системное действие, там очень комплексный подход. И о чем я хотела сказать, что самое важное. Я не придумала эти упражнения, не я автор. Я автор только подхода. Но сама техника, сама методика, это вообще есть школа в Киеве. Школа по фейсбилдингу. Это вторая школа в мире. Первая школа по гимнастике для лица была в Америке, и руководила ее создала Кэрол Мэджик. За 5-8 до появления фейсбилдинга на Украине. Понимаете? То есть это школа. Техника,
То есть этот комплекс силовых упражнений на мышцы лица был разработан не какой-то девочкой-фифочкой, которой нечего было делать, а был разработан лицевыми хирургами. То есть была идея, и были лицевые хирурги, которые разбираются, которые работают с лицевыми мышцами, микрохирургии, вот этой пластической хирургии, с которыми разрабатывался этот комплекс упражнений, для того, чтобы он был эффективный. Не для того, чтобы он просто был, а для того, чтобы он был эффективный. Почему фейсбилдинг, как техника естественного омоложения, я бы сказала так, он получил большее распространение, большую популярность, чем разнообразные массажи. Сколько лицо ваше не массажируй, поверьте, к тонусу мышц это не относится, вообще никак не влияет. Если мышцы мертвые, то вы их можете только раскачать упражнениями с правильной фиксацией рук. И я хочу сказать здесь, что в американской школе фиксации рук нет, а в украинской школе она есть. И это правильно. Я когда училась на тренера, вернее, перед тем, как стать тренером по гимнастике для лица, я выбирала из этих двух школ. Была возможность получить образование и там, и здесь. Я выбрала киевскую, потому что есть фиксация руками. Понимаете? Это важно. Я сейчас не могу вам объяснить, почему, не знаю, но без фиксации руками как вы включите в мышцу вообще? Ну вот как? Никак вы ее не включите. То есть это будет просто гримасничание. Вот. Так вот, эта техника разрабатывалась и тестировалась 2 года. Она не появилась за 5 минут. Поэтому здесь нет ничего придуманного. Здесь были отобраны упражнения, которые включают зоны проблемные, которые помогают проработать проблемные мышцы, зажатые мышцы. Понимаете? Атоничные мышцы. Вы все приходите ко мне с атоничными скулами. Все до одной. Я ни одной женщины не видела за 10 лет, которая пришла, у нее рабочие скулы. У всех они не рабочие, даже у 35-летних. И когда мне спрашивают, с какого возраста надо фейсбилдинг, с какого, я скажу так, с 20 лет. Ну кто в 20 об этом думает? Вы думаете, у вас другие приоритеты, другие ценности. Меня даже не смотрит контингент 20-летних здесь. Я свою статистику по каналу знаю. Так вот, это четко сформированный комплекс упражнений. Для того он эффективный. Я как тренер у меня есть свой авторский подход. Я использую эту технику. Но мой подход основывается на знаниях физиогномики. Так никто не делает. Так делаю только я. Я знаю физиогномику, раз. Я изучала очень подробно микромимику, причем по первоисточникам, не по Википедии и не по Ютубу. Я ее изучала по книгам человека, основателя вообще этой идеи исследования микромимики. Пол Экман. Найдите его. Почитайте его. Они тяжело читаются. Их не хочется читать. Вы засыпаете на первом развороте. Ой, боже, о чем это все? Но мне это было надо. Я это все изучала. И вот, основываясь на вот этих 2 базах, я конструирую комплекс для конкретного человека с его конкретным запросом. Потому что не всем все надо. Одним нужен один тип упражнений, другим нужен другой тип упражнений. Разная последовательность, разная там включил, выключил, добавил, убрал. Понимаете? Я ничего, ни одного упражнения не придумала, мне в голову такое не пришло. Я компилятор. Компилятор, вот это самое правильное слово. Я скомпилировала вот эти все знания и смотрю, кому что будет лучше и эффективнее. Зачастую это сразу видно по диагностическому, пробно-консультационному диагностическому занятию. Здесь почитайте про него, послушайте, посмотрите. Вот, там по проблематике сразу видно, о чем речь. Вот все. То есть куда танцевать, откуда и куда нам надо копать, вот это видно. Я делаю определенные тесты, и я уже смотрю, где есть проблема, где больше, где меньше. И потом я конструирую для вас этот курс. Ничего я не придумываю. Поэтому, пожалуйста, давайте будем немного грамотные, ладно? Вот, выговорилась. А то я не знаю, что у вас там в головах происходит. Но это точно не... Нет. Это все очень обоснованные вещи, очень серьезные. Если делать, то делать. И, кстати, по поводу эффективности. Вот смотрите, вот есть упражнения, которые работают непосредственно на проблемную зону. Вот если вы будете их делать, у вас будет эффект, будет результат. Я уже говорила много раз о бруксизме. Здесь можно посмотреть, чтобы вы ленту не листали.
Раз, и есть еще одно видео, вы его найдете легко там тоже. И там, где я в майке, это все про фейсбилдинг. Вот там, где в майке, обязательно есть упражнение. Вот, так вот, если есть проблема бруксизма, то она не капами снимается. Не капами. Она не снимается массажем мышц. Нет, это неэффективно. Она не снимается никакими уколами и заменами задних зубов. Это проблема напряжения жевательных мышц. Вот я обещала упражнение, давайте его сделаем. Вот те, которые спят с сжатыми зубами, которые достигаторы дедлайнов, которые ложатся вот так и встают вот так. Видите? У которых тяговые желваки вот такие каменные. Вот это вам надо это делать. Но проблема на самом деле в жевательной мышце. Вот она. Вот. Вы живете, вот она. Вот отсюда она идет. Ага. И для того, чтобы ее вытянуть, надо просто сделать вот так. Выдохнуть. Взять свое лицо в свои руки. Большой палец вот сюда под ухо. Указательный средний. И сделать вдох. И на выдохе мягко открыть нижнюю челюсть руками. Не нижней челюстью, а руками. Дышать через жевательные мышцы и держать 15 минут. 4-5 подходов каждый день. Каждый день. И это будет эффективно. Упражнение простейшее. Мне за него люди деньги платят. Понимаете? За то, чтобы я посмотрела, как стоят руки и проконтролировала правильность упражнения. И они снимают капы. Понимаете? У них уходит проблема стачиваемости задних зубов и зубного скрежетания по ночам. Напрочь. Эффект не появится за 10 дней, и даже за 2 недели, и даже за 3 может не появиться. Он появится, но он будет очень мягкий, очень. То есть по меньшей мере недели 4 каждый день это надо делать. Можно утром и вечером. Но в один присест 4-5 подходов, больше не надо, вот не надо. И не забывайте, здесь руки работают, челюсть, вот это вы не делаете. Она должна быть расслаблена. Вдох. Вот работа. По максимуму. Болеть тоже не должно. Если у вас болит, скажите мне об этом. Понятно все? Ну, простите. Ну, простите. Сегодня немного эмоционально, немного поздно. В общем, ну, главное вовремя. Среда у нас подходит к концу. Я еще раз напомню о том, что у меня есть прекрасные трансляции в разделе трансляции, да. И трансляции будут продолжаться, и если у вас есть какие-то вопросы, я могу их в трансляциях осветить, так сказать. Хорошо, пишите, на связи. Всем спокойной ночи и здоровых жевательных мышц, и здоровых зубов, и сна без капы.